Если вы еще не забыли, мы Слава и Лена. В мае мы отправились из Хмельницкого в Кейптаун на автомобиле. И вот спустя 61 день и 15 760 километров мы в Гане. Лена покупает помидоры и остальные овощи. Видимо, стараются ей продать все, что только могут. Я взяла помидоры, не взяла пакет. Положила сразу в сумку. Беру ананас. Женщины прямо как аж взъерошились. Так, сложи помидоры в пакетик, потом ананас, а сверху помидорки. Потом я покупаю грейпфруты, авокадо. Женщина заглядывает мне в сумку, смотрит, я на помидоры все кладу, достает помидоры, все укладывает вниз, а помидорки наверх. Вот это хозяйка. Вначале наш путь лежал на прибрежный кемпинг, где мы повстречали немецкого оверлендера на большом грузовике. Мужчина был уже в годах и слегка уставшего вида. Жаловался на Западную Африку и мечтал о Намибии. Говорит, свою машину собрал полностью сам и знает каждый винтик по имени. Заняло это все около 2 лет. Место было красивое, и мы бы там еще задержались. Но в Аккре, столице Ганы, нас ждала важная миссия. Необходимо было получить визу в Анголу. Визу можно было сделать только там, и ждать нужно было 5 дней. Так что, окинув по дороге взглядом старые форты, через которые торговали рабами, мы направились в столицу. Время в Аккре тянулось медленно. Лена все еще не до конца выздоровела, но мы пытались развлекаться как могли. И в этом нам помогла встреча, вы не поверите с кем. Те самые Том и Бен, с которыми мы коротали дни и ночи в Сахаре, тоже были в Аккре. Угадайте, кого мы встретили в Аккре? Наших любимых британцев. Say Land Cruiser is the best. Say African Nokaloza. Yeah, you remember. Африка на колесах. I can't remember how to say fuck off though. Вместе мы немного поиграли в бильярд и даже познакомились с ночной жизнью города. Последние несколько дней мы провели в Гане. Уехали бы, наверное, раньше, но ждали визу в Анголу. Лена еще немножечко болела, поэтому мы расположились в отеле и восстанавливали силы. Гана оказалась достаточно развитой страной. Жаль, не было возможности особо поснимать, но кафешки здесь вполне на уровне Киева. И даже некоторые здания, я бы сказал, перещеголяли Киев. Не успел я похвалить кафешки, как заказал эспрессо, и мне принесли в щедрой кружке щедрую порцию. Покидать африканскую столицу – это всегда праздник. Мы решили ехать даже в преддверии вечера и успели добраться до живописного кемпинга на реке Верхняя Вольта. Там мы решили провести 2 ночи подряд в спокойствии. Лена отдыхала и занималась письменными практиками. Я соскучилась за тем, чтобы ночевать в машине, чтобы проснуться пораньше, чем в отельном номере, чтобы выйти в такую локацию, посидеть, пописать свои утренние страницы, выпить кофе тут же, позавтракать, зарядиться красотой этого дня и ехать дальше. Вновь пришла пора менять фильтр масляный. 10 тысяч километров назад мы были в Марокко. Делали это в прошлый раз. Не верится, что мы проехали целых 10 тысяч. А всего лишь в Гане. Еще не в Кейптауне. В нашем Мурзике установлена система двойной фильтрации масла фирмы Trabolt. Каждые 10 тысяч километров нужно менять только вставку фильтра. Масло может прожить до 50 тысяч километров. Его мы решили заменить уже в Намибии, где есть надежные сервисы, которыми управляют немцы. Смазка же нужна для шасси. Есть несколько точек, куда нужно вкачать смазку.
Первый раз это сделать достаточно трудно. Нужно подобраться к тем самым точкам, держать патрубок рукой и одновременно выдавливать солидол. Но опыт уже был, так что в этот раз я чувствовал себя более уверенно. Вот только кроме привычных операций была и новая работа. Нужно было отремонтировать наш протекающий шланг с помощью того самого добытого в Мали клея из запасов НАТО. Тут уже без инструкции не обойдешься. Заклеили трубы натовским материалом. Откровенно говоря, как-то он не сильно прилепился. Но чуть-чуть подождем, попробуем залить воду. Может быть, он просто долго засыхает. Несмотря на легкую сомнительность операции и руки чуть менее средней прямоты, заплатки таки прилепились к шлангу, и он даже перестал протекать. Я был слегка удивлен, что все получилось. Но это Африка, тут случаются чудеса. Очень много интереса вызывает Мурзик у местных. Несколько людей подошло, спрашивают, а какой объем у мотора, это откуда вы, куда едете, удивляются, радуются. Тоже говорят, что хотят так сделать, спрашивают совет, на что мой совет один. Просто берите и делайте. Это не так уж и сложно. Проведя ремонт и отдохнув как следует, мы поехали дальше. Что отличает Гану от ее соседей? Какая-то слишком явная религиозность. На радио постоянно реклама церквей, на машинах наклейки с околорелигиозными призывами. Природа в стране, конечно, красивая. Есть и зелень, и горы, и вода. Гану можно добавить в список мест, куда можно позже вернуться. В этот раз мы решили не углубляться сильно на север, хотя там есть национальные парки и животные. Мы решили, что животных еще посмотрим в Южной Африке. А пока у нас в кармане была виза в Анголу с лимитом времени на въезд. Впереди была еще неизвестная Нигерия и Камерун, на западе которого началась гражданская война. Для проезда таких опасных стран лучше иметь запас времени. Поэтому мы решили двигаться дальше, в Того. Ты понимаешь, что ты взрослый, когда самостоятельно одеваешь шапку и собираешь остатки еды в ресторане с собой в термос, в дорогу, чтобы не проголодаться. Это не поможет не проголодаться. Но поможет быстро утолить голод. Ну как вам Гана? И кстати, вы не забыли сбросить в какой-то вайбер-чат наше прошлое видео? Мы на вас рассчитываем. Делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Ну а мы, как и обещали, через неделю опубликуем новое видео. Нас ждет Того.